Они связали его, посадили в машину и отвезли в школу Сакена для девочек. Их Кито встречает горничная по имени Кюдзё, которая говорит ему, что она могла использовать этот метод только для того, чтобы связаться с ним, так как не хотела устраивать грандиозную сцену. Не понимая, что происходит, Кито набрасывается на нее и спрашивает, что происходит. Кюдзё считает, что у него такие же манеры, как у простолюдина. Она берет Кито с собой и знакомится с ней. По словам Кюдзё, школа Сакен для девочек – это специальная школа, в которую принимают только молодых девушек из богатых и знатных семей, чтобы научить их традициям и формальностям классических японских женщин. Существование этой школы держалось в секрете от общества до сих пор. С сегодняшнего дня Камита будет посещать эту школу. Все формальности были улажены, и школа уже получила разрешение от его семьи. Камита приходит в замешательство, слыша все это, но Кюдзё даже не обращает внимания на то, что он говорит. Эта школа считается школой современной аристократии, поэтому раньше мальчиков в эту школу не допускали. Все, кто находится в этом здании, женщины, как учащиеся, так и сотрудники. Пуджи ведет Кито в директорский кабинет, где директор школы Саюри Каманч приветствует его и приносит извинения за то, что Куджо был с ним немного резок. Пуджи также приносит извинения Кито, но при этом прищелкивает языком. Они говорят Кито, что после того, как девочки из этой школы заканчивают школу, вполне естественно, что они отправляются во внешний мир. Но так долго находятся в изолированном женском окружении, что не знают, как взаимодействовать с другими, и они сильно шокированы различиями между школой и внешним миром. Как правило, девочки превращаются в развалины, которые ничего не могут добиться снаружи. Так что сейчас школа пытается урегулировать эту ситуацию наиболее оптимальным образом, чтобы сохранить школьные традиции и баланс под контролем. В конечном счете было принято решение принять в школу такого простолюдина, как Камита. У Камита были хорошие оценки в его предыдущей школе, и все его физические данные тоже были хорошими, но главная причина, по которой он был выбран, это его влечение к мужчинам. Худжо считает, что у него фетиш на мускулы и он гей, потому что все свое время в школе он проводил с мальчиками. Это только подтвердила дерзкая подруга детства Кито Ханири. Она, вероятно, засвидетельствовала это в шутку, не зная, что будет с Кито дальше. Когда Кито говорит Кюдзё и Саюри, что он страйк, они решают, что либо Кито проживет остаток своей жизни в месте, которого нет ни на одной карте, чтобы защитить тайну этой школы, либо его гениталии должны быть удалены, чтобы защитить целомудрие школьниц. Услышав это, Кито притворяется и говорит им, что ему очень нравятся мускулистые мышцы. Затем Кито знакомится с кучей девушек, которые жаждут с ним познакомиться. Но председатель комитета первого курса Риика Арасугава выходит вперед и приветствует его от имени всего первого курса. Кито спрашивает, как там дела у девочек. Они думают, что простолюдины обычно говорят это в качестве приветствия. Пока девочки обсуждали этот вопрос, Кюдзё кто-то позвонил на телефон Кимита. Она достала свой телефон и порезала девочку. Девочки заметили это странное устройство и спросили, что это такое. Куджо сказал им, что это смартфон, который, другими словами, представляет собой небольшой портативный телефон. Девочки собираются вокруг Куджо и разглядывают смартфон. Они считают, что простолюдины это просто потрясающе, так как они регулярно пользуются подобными устройствами в своей повседневной жизни. Когда они осматривали его, то поняли, что он принадлежал Камита и им следует его вернуть. Река подходит к комодо, чтобы вернуть телефон, но просит его подождать минутку, так как она считает, что ей нужно создать соответствующую открытку с благодарностью, прежде чем она вернет его Камита. Ее горничная Кю воспитывает мужчину с газетой в руках. Она пишет на открытке спасибо и готовит красивый подарок для Камита вместе с телефоном. Она отдает его комодо, но поскальзывается и падает ему в объятия. Увидев себя в его объятиях, Рика приходит в замешательство, не зная, как реагировать. Прежде чем кто-либо успел что-либо предпринять, приходит девочка по имени Эйка и уводит Камита прочь. Она хочет поцеловать Камита, так как думает, что все ее желания сбудутся, если она поцелует простолюдина. Камита отказывается целовать ее и говорит ей, что ни одно из ее желаний не сбудется, но Айка называет его лжецом, как она услышала от одного из своих старшекурсников на чаепитии. Скажи, что так оно и будет. В конце концов, она успокаивается, когда Камита говорит ей, что ее старший брат тоже никогда не встречался с простолюдином и не понимает, о чем говорит. Камита в шутку говорит, что если она трижды повернется и начнет лаять, то это сбудется. Айка, не подозревая, что это шутка, начинает делать то, что он сказал, думая, что ее желания сбудутся. Рико прибывает туда для того, чтобы извиниться перед Айкой, и спрашивает, что они вдвоем делают. Рико пытается заговорить с Айкой, но она просто убегает. Рико говорит Кито, что Айка не разговаривает с ними из-за некоторых недостатков с их стороны. После всей этой суматохи Кудзё отводит Кито в свою комнату в здании общежития. Кудзё приготовил для него специальную комнату, которая почти ничем не отличается от его реальной комнаты. Она упоминает, что строительство его комнаты обошлось примерно в 100 миллионов иен, включая все расходы на перевозку и все остальное. Камита тут же срывает плакаты с бедер, которые висят у него в комнате, вспоминая, что бы сделал Куджо, если бы его фетиш на мускулы был жив. Куджо думает, что он, возможно, лжет, когда она видит, как он плачет после того, как сорвал плакаты. Услышав это, Комодо тут же бросается к мускулистому мужчине и обнимает его, которого она привела для него. После того, как Камита закончил притворяться, что у него фетиш на мускулы, Кюдзё говорит ему, что с сегодняшнего дня она назначена его личной горничной. Вполне естественно, что у него есть горничная, так как каждый ученик в этой школе побеждал, но Кюдзё не хочет ничего для него делать, даже если она это закреплено за ним. Перед тем, как уйти, Куджо говорит Камита, что ему нужно принять участие в ознакомительном собрании для простолюдинов, которое состоится в 3 часа дня. Как раз в тот момент, когда она уходила, Айка ворвалась в комнату, потому что ее желание так и не было исполнено. Несмотря на то, что она сделала то, о чем он ей в шутку сказал 58 раз. Айка подходит к Камита, чтобы дать ему пощечину после
после того, как он назвал ее тупицей, но перестает видеть всю обычную мебель и вещи в его комнате. Она думает, что если она начнет учиться быть простолюдинкой, то ее желание стать самой популярной девочкой в классе может сбыться. Камита говорит ей, что если она просто будет вести себя нормально, то ее желание исполнится. Ака боится, что ее кто-нибудь не взлюбит, поэтому она дистанцируется от своих одноклассников, даже несмотря на то, что хочет дружить со всеми ними и боится остаться одна. Она хочет жить веселой жизнью в окружении своих друзей, чтобы не притворяться занятой. Камита дарит ей устройство, похожее на ЭБ, чтобы она могла играть на нем в игры. Она пробует играть в эту игру, и ей это нравится. Она просит Камита научить ее тому, как быть простолюдинкой, так как в настоящее время простолюдины довольно популярны в этой школе. Она создает клуб простолюдинов, в который входят всего двое из них, и продолжает играть в эту игру, чтобы овладеть ею. На следующий день Кюдзё будет Камита, хотя ей хотелось бы, чтобы он никогда не просыпался. Она берет свою одежду и складывает ее, так как помогать ему переодеваться — ее обязанность. Она должна выполнять свои обязанности до конца, несмотря на то, что считает Камита непривлекательным и извращенцем. Худжо выводит Камита из общежития через заднюю дверь из-за всего того переполоха, который был поднят из-за него вчера. Когда он открывает дверь, то натыкается на Эку, которая тоже пользуется задней дверью, чтобы входить и выходить. Она громко называет его простолюдином и спрашивает, что он делает у задней двери. Все девочки вокруг слышат слово простолюдин и приходят в восторг, поэтому Куджо говорит им, чтобы они поскорее убирались оттуда. Ака считает, что у нее есть все необходимое для того, чтобы стать популярной личностью, так как такой популярный человек, как Кито, тоже пользуется черным ходом. Кито очень взволнован тем фактом, что горничные повсюду следуют за ними, так как в их обычной жизни у них нет горничных. Айка слышит это и немедленно записывает в свое руководство, как быть простолюдином. Кито хочет, чтобы Айка рассказала ему об этом месте и о том, каково это жить здесь, так как он также учит его всем обычным вещам. Айка говорит ему, что Риика покажет ему большую часть этих вещей, но он предпочел бы, чтобы это сделала она. Вокруг Риика такая прекрасная аура, как будто она из другого мира, что заставляет его напрячься. Более того, она модная леди, и Кито не испытывает от нее подобных флюидов. Эйка, услышав все это, приходит в ярость и дает ему пощечину. Река здоровается с ними обоими, когда они входят в здание школы. Река очень рада его видеть, так как она повсюду его искала. Река хочет сегодня немного побыть с Кимито после школы, так как они хотят устроить в его честь приветственную вечеринку в актовом зале. Акер, как всегда, убегает из-за своей застенчивости. Река думает, что она могла сделать что-то такое, что расстроило его. После этого студенты проводят множество различных занятий, и Река преуспевает почти во всех из них. Камита устанавливает новый рекорд по самому высокому прыжку, в то время как Эйка падает лицом первого в песок. Прогуливаясь с Рекой и ее друзьями, Камита спрашивает, где находится Айцу. Он рассказывает девочкам, что такие простолюдины, как он, употребляют со своими друзьями такие слова, как Айцу, так что это просто вырвалось само собой. Рюка упоминает, что они с Эйка были вместе все это утро и довольно болтали друг с другом. Она считает, что вина лежит на ней и девочках, так как Эйка общается с Кито, но не с ними. Кито говорит им, что у нее могут быть на то свои причины, и они не должны испытывать к ней неприязни из-за этого. Она всегда нравилась Риика и остальным ребятам. Они думают, что теперь точно смогут подружиться с ней, так как, по словам Кито, Айка не испытывает неприязни ни к кому из них. Затем вся группа направляется в столовую, и Кито сразу же оказывается в центре внимания. Увидев такое роскошное меню, Кито приходит в замешательство и заказывает блюдо японской кухни. Кюдзё преподносит ему чашку лапши быстрого приготовления рамен. Он говорит Кюдзё, что даже простолюдины не едят это постоянно. Все девочки там спрашивают Кимито, что это за еда, и с удивлением узнают, что приготовить ее можно только с горячей водой. Девочка видит этот ингредиент и хочет попробовать его немного. Все девочки решают попробовать его на вкус, и им это очень нравится. Камита считает, что лапша быстрого приготовления рамен даже не такая уж особенная, но девочки ведут себя так, словно съели самую лучшую еду в своей жизни. Риика так сильно это нравится, что она хочет лелеять этот день всю оставшуюся жизнь. А тем временем Айка ест еду в полном одиночестве. Что же касается ее, то обедать вдали от других – это расслаблять. Затем сцена переходит к приветственной вечеринке, устроенной в честь Кито. Все девочки одеты в милые и элегантные платья. Музыка начинает играть после того, как они выпьют по стаканчику, чтобы официально поприветствовать Кито на вечеринке. Риика спрашивает Кито, не хочет ли он потанцевать, но Кито отрицает это, так как простолюдины обычно так не танцуют в своей обычной жизни. Тем не менее, он соглашается попробовать и просит Риика научить его этому. Они берутся друг за друга за руки и начинают танцевать. Кито портит танец, но девочки думают, что так должно быть танцуют простолюдины. Через некоторое время, находясь в своей комнате, Айка ругает Кито за то, что он пришел так поздно. Она хочет, чтобы Кито и дальше учил ее образу жизни простолюдинов. Она видит несколько манг и спрашивает Кито, как их читать. Она так сильно их любит, что не может перестать читать. Думая о том, что все в манге правда, она начинает верить в то, что тоже может стать экстрасенсом, как это сделал простолюдин из манги. Разыгрывая эту шутку, Камита учит ее нескольким шагам и говорит, что выполнив их, она сможет остановить время. Когда она проделывает эти шаги, Камита притворяется, что застыла на месте. Думая, что все это по-настоящему, она начинает подпрыгивать от радости и подмигивает ему. Когда она уже собиралась поцеловать его, Камита
плюет в нее. Она бьет его кулаком, но все равно ведет себя так, словно он застыл во времени, прежде чем наконец показать, что все это было притворством. Затем сцена переходит к тому, что Риика принимает душ. Она открывает дверь и видит Камита по другую сторону нее. Он совершенно загипнотизирован ее фигурой, но извиняется и убегает. С тех пор, как он увидел ее обнаженной, Риика думает, что теперь Кито придется взять ее в жены. Она все время начинает мечтать о своем браке с ним и неправильно расслышивает все, что говорит Кито, например, о свадьбе, когда Кито говорит «жду». Где-то на территории школы горничную инструктируют о том, как ухаживать за Хакувой. Хакува приготовила еду на каждый день недели и не в состоянии самостоятельно одеваться. Худжо будет Камита и спрашивает, привык ли он уже к школьной жизни. Камита получает сообщение от своей матери, которая спрашивает, как у него складывается жизнь. Она также сообщает ему, что у них в доме есть природный горячий источник. Худжо рассказывает Кито, что весь его дом подвергся масштабному ремонту в знак благодарности за то, что вы позволили Кито поступить в школу. Она хватает его телефон, чтобы ответить его маме, но он забирает его обратно и удаляет написанное им сообщение. Кито ошеломлен тем количеством внимания, которое ему уделяется, так как он даже не может спокойно сходить в туалет. Он выходит после урока и садится один на скамейку, как вдруг его взгляд падает на маленькую девочку по имени Хакуа, которая пишет уравнение на статуе. Девочка резко начинает раздеваясь, Камита впадает в панику. Он велит ей принарядиться, но когда она не слушает, он уводит ее к себе в комнату, чтобы она не выглядела подонком в глазах окружающих. Оказавшись в своей комнате, он велит маленькой девочке принарядиться, иначе она получит уголья. Хакуа подходит к окну и спрашивает, раздевал ли он ее. Он отказывается и говорит ей, чтобы она оделась, но она не может этого сделать, так как не в состоянии одеться сама. Он надевает на нее эту одежду и обменивается с ней именами. Вскоре после этого у Хакуа начинает урчать в животе. Он говорит Камита, что у нее низкое кровяное давление, но Камита говорит ей просто вести себя нормально и сказать, что она голодна. Он готовит для нее лапшу рамен, которую она обожает. После того, как она закончила есть, она ведет себя так, словно на нее только что снизошло откровение, и начинает писать уравнения на столе Камита. В мгновение ока она начинает раздеваться, что приводит Камита в панику. Айка тоже вошла в комнату в то же самое время. Она видит, что Камита держит в руках трусики Аквы и называет его извращенцем. Позже Камита отвезет Хаку обратно к ней домой. У тамошней горничной есть фотоаппарат наготове, чтобы сфотографировать то, что Хаку написал на статуе. Она говорит Камита, что Хаку участвует во всем мире в области математики и промышленности. Многие известные компании ждут ее выводов, прежде чем принять какое-то решение. Даже это здание было куплено на средства, заработанные ее родителями. Она хочет забрать Хаку с собой, чтобы он поел, но с удивлением узнает, что она уже поела. Когда Камита уже собирался уходить, она схватила его за руку и сказала, чтобы он оставался здесь. Затем горничная Сакамори обсуждает со всеми остальными горничными то, как Хаку вел себя с Кито. Это уже первый раз, когда она съела что-то не по своему расписанию и проявила интерес к чему-то, кроме учебы. На следующий день в школе Риика говорит Кито, что сегодня у них урок по составлению букетов. Она предлагает ему помочь в чем угодно, когда Кито говорит ей, что от него не будет никакого толку в этом занятии. Когда они прогуливались, Кито увидел, как к нему приближается девочка по имени Карен, размахивая катаной. Она говорит, что это жук, и начинает беспорядочно наносить по нему удары, так как боится. Тамошние девочки думают, что она назвала Кито жуком. Карен начинает повторять то, что сказали девочки, и начинает нападать на него, а когда у нее не получается ударить его, она использует свой особый прием, который ничего не дает, кроме как срывает со всех одежду. Карен винит во всем его и начинает нападать на него с намерением убить. Камита устает убегать и нападает на нее в ответ, но каким-то образом оказывается на ней совершенно голым. Она встает и хочет провести матч-реванш, но прежде чем она успевает нанести удар мечом, с нее тоже срывают одежду. Она думает, что это была атака Камита, и это было так быстро, что она даже не успела этого разглядеть. Камита говорит ей, что он ничего не делал, и это была ее собственная атака. Карен начинает думать, что он слишком силен, и провозглашает его своим хозяином. Вернувшись в свою комнату, Ака разрабатывает план проведения вечеринки, которая сделает ее самой популярной девочкой в классе. Она хочет пригласить всех желающих с помощью смартфонов, но это непростая идея, так как не так-то просто раздобыть смартфоны для каждой девочки в их классе. Затем Кито спрашивает Хакуа, занимается ли она разработкой каких-нибудь мобильных телефонов, и узнает, что у нее дома есть куча образцов. Элу не по себе от того, что Хакуа сидит у Кито на коленях. Несмотря на ее внешность, Хакуа 14 лет, и она учится в средней школе. Карен тоже приходит в комнату Кито и сразу же начинает обнимать Хакуа, так как находит ее милой. Хакуа убегает от нее и прячется за Кито, который спрашивает Карен, почему она здесь. Карен говорит, что она принадлежит ему и будет стараться изо всех сил оставаться рядом с ним как можно дольше, но она убьет его в тот момент, когда поймет, что она сильнее его. Через некоторое время горничная Хаку приносит все необходимые Акри сотовые телефоны и отдает их ей. Когда Айка делает селфи, Кито спрашивает Хакуа, не хочет ли она тоже сделать такое же. Хакуа хочет сделать селфи только с Кито, что вызывает у остальных зависть, так как они тоже хотят сделать селфи с ним. Однажды в школе Рико вместе со своими подругами приглашает Кито на чаепитие в свою комнату. Это небольшая встреча, которую она устраивает со своей подругой, и они постоянно этим занимаются. Она пытается сказать Кито, что приглашает его к себе в комнату не в качестве оправдания, а просто потому, что он ее друг, и она хочет, чтобы он пришел. Ее друзья подскакивают и говорят, что приглашение Кимита сегодня было особой просьбой Рико, но Река закрывает рот, прежде чем она успела даже закончить и предложение
отношения полностью. Кимита принимает любезное предложение, но его планы нарушаются, когда приходит Эйка и забирает его, так как у него уже есть планы на нее. Она не хочет, чтобы Кито ходил на ее чаепитие, так как им нужно поработать над ее планами. Когда Кито говорит, что ее планы не такие уж срочные, Айка думает, что он просто хочет зайти в комнату Риика. Она говорит ему, чтобы он поторопился, так как им нужно вернуться в комнату и подготовить ее план. Камита подходит к Риика и говорит ей, что она уже договорилась кое о чем с Айкой и не сможет прийти к ней на чаепитие. Прежде чем он уйдет, Риика желает ему удачи в реализации его планов с Айкой. Затем сцена переносится в комнату Риика, где она устраивает чаепитие со своими друзьями. Девочки обсуждают, что у Кито нет выбора, так как он уже был занят Айкой. Девочки обсуждают, как Айка раскрывается только перед Кито. Риика думает, что Айка должно быть просит у Кито совета, так как она, вероятно, огорчена нынешними обстоятельствами, но она в них не участвует. Кито такой джентльмен по отношению к Рейка, который считает, что нет человека, у которого можно было бы попросить совета лучше, чем у него. Другие девочки упоминают, что они слышат голоса Айки, когда выходит из комнаты Кирита, и она также остается там до поздней ночи. Они начинают думать, что у них даже могут быть какие-то отношения. Услышав все это, Риика приходит в ярость и уходит. Когда Камита заходит в свой класс, он видит, что одна из подруг Река плачет и спрашивает о причине этого. Он заходит в комнату Река и спрашивает, не из-за него ли она сидит дома. Она открывает дверь и говорит, что ничего подобного здесь нет. Она приглашает его войти внутрь и рассказывает ему всю историю целиком. Она хочет найти способ извиниться перед своими друзьями. Кито обещает найти для нее выход и возвращается в свою комнату. Эйка спрашивает Кито, как поживает Риика, и следует за ним до тех пор, пока он не заходит в ее комнату. Кито говорит ей, что Риика очень подавлена и он хочет ей помочь. Поскольку в этом замешан весь класс, им нужно сделать что-то особенное, чтобы Риика могла извиниться перед всеми. Услышав это, Эйка велит Кито использовать мобильные телефоны и другие вещи, которые она собрала для своей вечеринки, для использования на Река. Кито считает, что Эйка чертовски хорошая девочка, раз она все это делает. На следующий день в классе Кито говорит всем, что они собираются устроить вечеринку для простолюдинов после окончания школы. Рико заходит в комнату в девчачьей одежде и произносит кучу слов на сленге простолюдинов. Девочкам очень нравится, как она выглядит. Рико достает свой телефон, чтобы отправить всем сообщения, и просит их заглянуть в свои письменные столы. Девочки заглядывают в свои письменные столы и находят там телефон. Рико пишет всем, что ей очень жаль за то, что она была грубой и сердитой на днях. Она делает селфи с девушкой, и вскоре все захотят сделать селфи. Когда все расходятся, Река благодарит Кито за все, что он для него сделал. Кито уже собиралась в чем-то признаться, но прежде чем она успела что-либо сказать, Кито оборвал ее и сказал, что сегодняшний день был ее идеей. Она говорит Река, что хочет дружить со всеми, включая ее, и планировала устроить вечеринку для простолюдинов, но она отказалась от всего ради нее. Услышав все это, Рико бежит в комнату Айки и Кито. Она говорит Айке, что ей все известно, и называет ее идиоткой. Эти двое начинают ссориться друг с другом. Рико говорит ей, что если бы она просто пришла к ней в первую очередь за советом, ей не пришлось бы делать всего этого для того, чтобы дружить со всеми. И как таким образом, ее представление о вечеринке для простолюдинов не будет принесено в жертву. Рико всегда очень беспокоилась за нее и считала, что именно из-за ее поступка Айка не стала к ней приближаться. Они оба открыто заявляют о своей ненависти друг к другу, хотя на самом деле они вроде как симпатизируют друг другу. После того, как Рейка уходит, Айка говорит Кимита, что раньше она была обычной девочкой, но когда она училась в 4 классе, у нее поднялась сильная температура и она потеряла память. С тех пор она постоянно разговаривает подобным образом со всеми подряд. Тарин и Хакуа вскоре входят в комнату, чтобы пообщаться с Кито. Рюка приходит вскоре после 2, и все они вручают Кито письмо с просьбой вступить в клуб простолюдинов. Айка и Рика ссорятся, так как обе притворяются, что не хотят оставаться друг с другом вместе в клубе. Вскоре они действительно начинают драться друг с другом, и Хаку по привычке раздевается, чтобы написать уравнение. Худжо входит и становится свидетелем всего этого. Она приносит набор огромных ножниц, чтобы отрезать Кито сам знаешь что, но Кито спасается, когда он внезапно начинает снимать видео с мусульманами и притворяется, чтобы они мне нравились. Хакуа спит с Кито совершенно голым. Он просыпается и надевает на нее какую-нибудь одежду. Он проверяет свой холодильник, так как Хакуа проголодался и понимает, что у него в наличии есть только картошка. Он рассказывает ей о множестве блюд из картофеля, и в конце концов они решают испечь несколько картофельных лепешек. Кито начинает готовить это блюдо и велит Хакуа сделать шарики из теста, так как она тоже хочет что-нибудь сделать. Она старается изо всех сил, но изо всех сил старается сделать это так же хорошо, как Кито. Совершенно случайно она снова начинает раздеваться и продолжает писать какие-то уравнения на стене. Кито снова одевает ее в одежду и читает надпись на тарелке. Хакуа пробует картофельные лепешки и находит их очень вкусными. После того, как они закончили есть, Хакуа загадывает Кито загадку, не зная, в чем она на самом деле заключается. Кито спрашивает ее о том, чем она больше всего любила заниматься, когда училась в начальной школе. Хаку одобрил ее готические гипотезы и сделал кучу роботов. А Сепу это очень весело. Удивленный всем этим, он задает ей загадку, но она каждый раз не может ее разгадать, что приводит ее в милую ярость. Вскоре Сакамори приезжает за Хакуа,
но она хочет остаться с ним. Камита говорит ей, что она может зайти завтра снова, и идет вместе с ней к ней домой, чтобы высадить ее. Там, в комнате Хакуа, он видит плюшевого мишку, очень похожего на него. Как раз в тот момент, когда он собирался спросить об этом, Хаку врывается в комнату и закрывает дверь. Когда она все-таки приходит, она ищет взглядом Камита и пытается уйти, как только понимает, что его здесь нет. Карен закрывает дверь, и все они говорят ей, что им тоже стоит провести немного времени с девочками. Хакуа не хочет с ними общаться и спокойно читает какую-нибудь мангу. Она тоже отказывается есть их еду, даже когда Карен доходит до того, что одевается как Камита. Поскольку Камита здесь нет для того, чтобы кормить ее, Хакуа просто ест ту пищу, которая входит в ее расписание. После того, как она откусывает кусочек от своей еды, Хакуа продолжает писать уравнения на стене и раздевается сама. Все они наряжают ее, и вскоре она засыпает. Через некоторое время после этого приезжает Сакамори, чтобы забрать ее, и спрашивает, здесь ли Камита. Хаку отвечает, что его здесь нет, но есть ее друзья. Услышав это, у всех на лицах появляется улыбка. Перед тем, как уйти, она задает девочкам ту же загадку, которую задает ей Камита. К ее удивлению, Ака отлично отгадывает эту загадку. Затем Васкин переключается на Камита, играющего в симулятор подружки, потому что его подруга Айри голосом выступала в роли главной девушки в этой игре. В тот момент, когда он говорил «Я люблю тебя, девушки» внутри игры, появляется Айка и спрашивает, что он делает. Камита объясняет ей суть игры и говорит, что он играет в эту игру только потому, что ее подруга Айри является актрисой озвучивания в этой игре. Он передает игру Айке и говорит ей, чтобы она поговорила с девочкой. Она играет в эту игру и сразу же влюбляется в девушку, находящуюся внутри игры. Пока она играла, было сделано объявление о том, что Кито должен прийти в офис президента. Он уходит, а Рика заходит в комнату сразу после того, как ей захотелось почитать книгу. Эйка хочет, чтобы она ушла, но Рика не обращает на нее никакого внимания и начинает читать мангу. Она спрашивает Эйку, почему на обложках всех этих манг и журналов изображены только девочки. Аяла не знает причины этого и говорит ей, чтобы она отнесла мангу в свою комнату и ушла. Рико говорит ей, чтобы она слезла с кровати и села как следует, даже если Кито рядом нет. Айка злится и хочет уйти прямо сейчас, но останавливается, когда слышит, что Рико радуется возможности провести некоторое время с Кито. После того, как они закончили читать, они видят в холодильнике бутылку колы, и им обоим хочется ее выпить. Эйка не хочет делиться ею с Рейко, так как именно она основала компанию. В конце концов, она соглашается выпить ее вместе с ней после того, как Рейко совсем загрустит. Они садятся вместе за стол и пробуют напиток только для того, чтобы выплюнуть его друг другу на одежду, когда пробуют газированный напиток в первый раз. Они снимают с себя одежду, потому что они все мокрые. Рейко пытается показать Айке, как правильно складывать платье, но случайно падает на нее сверху. Айка называет ее грудь грязной, и они снова начинают ссориться. Камита входит в комнату как раз в тот момент, когда они начинают ссориться. Он неправильно понимает ситуацию и сразу же уходит. Камита был вызван в офис президента из-за тематического парка, который был создан для того, чтобы дамы могли сами познакомиться с культурой простолюдинов. Они назвали этот парк шаманской страной и хотят, чтобы Камита консультировал студентов, когда они будут посещать этот парк. Президент очень рад, так как приезд Камита оказал положительное влияние на атмосферу этой школы. Все желающие вылетают из школы на самолете и прибывают в тематический парк на автобусах. Девочки сходят с ума при виде того, как выглядят повседневные улицы и здания внешнего мира. Им даже не терпится пройтись по пешеходному переходу по зебре. Все они заходят в популярный ресторан, где Кюдзё объясняет, как сделать заказ. Девочки с удивлением узнают, что они не могут прислуживать за столом и должны ждать, пока принесут еду, сделав заказ прямо у стойки. Они думают, что в детстве их избаловали, и им жаль простолюдинов, которые живут такой тяжелой жизнью. Они согласны стоять и ждать, даже если это займет 2 часа, но Кюдзё говорит им, что на приготовление еды уйдет всего минута или 2. Кито говорит Айке заказать первые блюда, так как они практиковались в этом у него в комнате, но Айка просто слишком боится идти первым. Затем Риика добровольно вызвалась и подошла к прилавку первым, но растерялась, увидев меню. Он подошел к Риика, чтобы помочь ей решить, что заказать. Вскоре все девочки уже сделали заказ и сидят за столами со своей едой. Он же, Ака, как всегда, сидит отдельно от всех. Камита откусывает кусочек гамбургера и заворожен тем, насколько все вкусно и идеально, он встает и набрасывается на всех, как в реальной жизни. Гамбургеры никогда не бывают такими вкусными, а школа выставляет фастфуд на посмешище. В другом месте Хаку направляется в комнату Камита, но Сакамори останавливает ее и говорит, что он вместе с девочками отправляется в путешествие на шаманскую лань. После того, как все поели, они идут в торговый зал и приходят в восторг, увидев все эти красивые плюшевые игрушки и машинки. Айка сидит в одиночестве за игрой в танцы и ждет, когда кто-нибудь подойдет к ней. Приходит несколько девочек и просит Кито научить их игре в ловлю плюшевых мишек. Кито ловит для них плюшевую игрушку, а потом девочки сами пробуют это сделать. В мгновение ока прибывает целая толпа девочек, так как все они хотят научиться у Кито игре в ловлю плюшевых игрушек. После того, как они закончат с этим, они переходят к танцевальной игре. Поскольку Айки здесь нет, Кито показывает им, как играть в эту игру. Девочки пытаются играть в эту игру и изо всех сил стараются правильно танцевать, но Айка тут же вмешивается и дает им соответствующие инструкции. Скоро все девочки захотят, чтобы Айка научила их этой игре. Наконец-то Айка начинает заводить друзей со своими одноклассниками. Она продолжает производить
производить впечатление на девочек своими обычными навыками работы в кафе. Она учит их, как заказывать разные сорта кофе, а также рассказывает им, какой у каждого кофе вкус. Когда приносит кофе, девочки путаются в том, как его пить. Ака пытается продемонстрировать им это, но случайно обжигает себе рот, так как кофе был действительно горячим. В то время как все заняты разными делами, Карен гоняется за собакой, которую находит симпатичной. Камита спрашивает всех, пользуются ли они по-прежнему своими мобильными телефонами. Девочки говорят ему, что пользуются ими только в своей комнате после занятий, в то время как Айка говорит ему, что она вообще ими не пользуется. Затем девочки просят Айку написать ей смс-ку и спросить, не будет ли ничего страшного, если они тоже напишут ей смс-ку. В то время как все они веселятся, Хакуа грустно сидит у себя в комнате, так как Камита рядом с ней нет. После того, как девочки насытились едой и питьем, их вводят в торговый центр, чтобы они могли посмотреть, какую одежду носят простолюдины. Карен находит действительно симпатичную розовую рубашку и хочет примерить ее, но ей слишком стыдно признаться, что у нее есть какой-то интерес к этому месту. Она говорит Кито, что у него нет никакой возможности доказать, что она была здесь. Она вытаскивает свой меч, чтобы пригрозить Кито, но Кито подыгрывает ей и говорит, что если бы он захотел, то мог бы победить ее в мгновение ока. Она приказывает Карен примерить рубашку, так как она хочет ее примерить, но слишком стесняется. Карен с радостью идет в комнату для примерки, но не хочет, чтобы Камита видел ее, так как она не уверена в себе. Камита бросает на нее один взгляд и сразу же влюбляется в ее бедра. Она считает, что они слишком неприлично толстые, но Камита осыпает ее кучей комплиментов. В номере, в котором они остановились во время своего визита, Айка получает кучу сообщений от всех желающих, так как Рейка находится вместе с ней в одной комнате. Айке кажется странным, что два человека, которые не любят друг друга, находятся в паре, когда теперь у нее куча друзей. Рейка только притворяется, что ненавидит ее, а на самом деле это не так. Ая хочет показать Рейка текстовое сообщение, в котором она рассказывает всем о причине, по которой она избегала их все это время. Она хочет, чтобы Рейка проверила это сообщение для нее, потому что нет лучшего человека для этого, чем она. Эка считает, что Рейка всегда знает, что чувствует другой человек и как правильно поступить. Даже те мелочи, которые она говорит, и то, как она может собрать все воедино, по мнению Эки, просто великолепны. По этой причине она хочет, чтобы девочка проверила сообщение, даже если она может возненавидеть ее, чего на самом деле не происходит. Рико говорит ей, что текст слишком длинный и ей нужно сделать его точным и кратким. В этом тексте Айка объясняет причины, по которым она избегает всех подряд, и говорит, что у нее есть склонность откровенно говорить все, что приходит ей на ум. Из-за этой привычки в прошлом она много раз слышала о своих друзьях. Именно из-за этого она боится разговаривать с другими людьми, так как боится, что может повторить одно и то же снова и снова. Она приносит извинения всем и спрашивает, могут ли они отныне быть друзьями. Рико считает, что это сообщение все еще немного длинновато, так как она уже является их близкой подругой, но на этот раз Айка все равно отправляет его. Она благодарит Рико за то, что благодаря ей она наконец-то может подружиться со всеми учениками класса. Затем сцена переходит к тому, как Кюдзё будет Камита. Она все еще ненавидит его всем сердцем, и единственная причина, по которой она помогает ему, это ее гордость за то, что она горничная. В кафетерии Эйка продолжает получать массу внимания от всех присутствующих. Камита счастлива, что она наконец-то подружилась с другими людьми. Она благодарит Камита за все, что он для нее сделал, потому что без него это было бы невозможно. Камита кладет конец клубу простолюдинов, так как Айка создала этот клуб только для того, чтобы стать популярной. И с этого момента ее время будет тратиться на дневные вечеринки и другие вещи. Айка уходит, но ей явно грустно слышать то, что Камита сказал об этом клубе. После всего случившегося Камита отправляется к горячему источнику, чтобы принять ванну. Айка тоже приходит туда и спрашивает, почему он здесь. Девочки вчера отлично провели время на горячем источнике, так что вполне естественно, что Камита решил немного отдохнуть здесь. Но Айка говорит, что она и ее друзья решили приехать сегодня снова. Для того, чтобы его не видели другие, Камита прячется за Айкой под водой. Девочки упоминают, что в это время у нее необычно покраснело лицо. Девочки начинают говорить о ее отношениях с Кито, так как завидуют тому, насколько близки они с Кито. После этого девочки уходят, но Кито сейчас находится без сознания после того, как ему так долго не удавалось задержать дыхание. Айка делает ему искусственное дыхание рот в рот, но девочки приходят проведать Айку и думают, что она целует его. Худжо будет Кито после того, как он теряет сознание, и говорит ему, чтобы он был на собрании через 20 минут. Он идет в Айку и замечает странное поведение каждой присутствующей там девушки. Он спрашивает Айку о причине этого. Ходят слухи, что они с Айкой встречаются. Карен тоже подходит и бьет его, услышав эту новость. В комнате Кито Айка рассказывает всем всю эту историю целиком. Карен, как всегда, пытается накормить Хакуа печеньем. Рико предлагает прояснить свою ситуацию со всеми, но когда Айка видит Кито, она просит ее продержаться еще немного. В классе Айка спрашивает Кито, что делают простолюдины для гадания на судьбу. Кито говорит ей, что простолюдины делают это с помощью своих смартфонов. Он записывает ее день рождения в приложение для гадания, и оно правильно описывает ее натуру, а также показывает, что ее счастливый цвет зеленый. Ака носит все зеленое, думая, что если она оденется в зеленое, то ей обязательно повезет сегодня. Камита в шутку говорит ей, что ей нужно также прикрыть лицо и руки. Он советует ей кричать бобы во время танца, чтобы к ней пришла удача. Рейка и остальные входят в класс в тот момент, когда она танцует, и спрашивают, кто она такая. Затем они переходят
место, где всем не терпится раскрыть свою судьбу. Предсказание судьбы оказалось довольно точным для всех них. Карен хочет, чтобы ей предсказали судьбу, но она не хочет в этом признаваться и советует Кимито сделать это в рамках боевых искусств. Приложение для гадалки говорит, что Карен – одинокая девушка, которая не справляется даже с элементарными задачами, но ее улыбка заставляет людей прощать ее. Карен злится, услышав все это, и винит во всем Кимито, который держит телефонную трубку, пока ей гадают. Карен сама проверяет телефон и натыкается на страницу, где они могут проверить свою совместимость с кем-то. Поскольку это можно сделать только с людьми противоположного пола, все девочки решают сделать это с Кито. Кито проверяет свою совместимость с Айкой, которой, как оказалось, 80 лет. Приложение гадалки показывает, что из них получится фантастическая пара. Айка вскрикивает от волнения, но выбегает из комнаты, так как не хочет показывать свое волнение окружающим. Прежде чем проверить совместимость Рейка с Кимито, Айка издевается над ней и говорит, что трудно набрать 80 очков, но, к ее удивлению, получается 90 очков. Приложение показывает, что они идеальная пара для брака. Химия между Кимито и Хаку составляет всего 50 баллов, и им говорят, что им нужно упорно трудиться, чтобы лучше понять друг друга. Хакуа расстраивается, когда слышит это, но никак на это не реагирует. Химия между Кимито и Карен, по-видимому, равна 0%. Они умрут, если останутся друг с другом. Кимито смотрит на свой телефон и понимает, что ввел неверные данные. Он ввел правильные данные и был потрясен, увидев, что они с Карен набрали 100 баллов и идеально подходят друг другу. Они идеальные партнеры, способные сблизиться на глубоком духовном уровне. Эйка и Рика начинают разглагольствовать о том, насколько неточно это предсказание судьбы, даже несмотря на то, что ранее они хвастались своими достижениями. Они пользуются своими телефонами, чтобы получить благоприятный для них результат, и подразнивают этим друг друга. Карен говорит им прекратить спорить, так как для них позорно ссориться из-за этой гадалки. Когда правильное предсказание естественным образом приходит с Луны в виде гадалки, которая носит матросскую форму. Айка и Рейка не согласны с этим, и все трое снова начинают спорить. Они так сосредоточены на споре, что даже не замечают, как Кито и Хаку выходят из комнаты. На следующий день Кюдзё снова будет Кито и 6 раз обзывает его грязными словами. Кито спрашивает ее, почему она должна будить его каждый день. Для Куджо будить Кито – это обязанность, которую она должна выполнять как горничная, даже если ей этого не хочется. Кито не хочет, чтобы Куджо будил его, так как у него есть смартфон, чтобы помочь ему. Услышав это, она чуть не уничтожила смартфон, так как это настоящее проклятие рабочего. Чтобы помешать ей сделать это, Кимито соглашается позволить ей разбудить его, как обычно. Затем сцена переходит к тому, что Кимито наблюдает, как мускулистые мужчины дерутся друг с другом. Она нападает на него в тот момент, когда приложение гадалки подсказало ей начать агрессивно нападать на Кито. Она использует меч, но не нападает непосредственно на Кито. Она просто хочет продемонстрировать свои навыки владения мечом и заставить Кито понять, что они потрясающие. Затем Карен уводит Кито в свою комнату и случайно срывает с него рубашку сбоку. Она ищет в своей комнате швейные принадлежности и открывает ближайший к ней шкаф. Кито видит, что у нее в шкафу есть маленькие игрушки и домики. Она велит Кито повернуться лицом в другую сторону, чтобы она могла надеть платье, которое примерила во время поездки в тематический парк. Когда она закончит, она просит Кито посмотреть на нее и сказать, как она выглядит. Кито чрезвычайно очарован ее красотой и говорит, что вот так она выглядит фантастически. Она говорит Кито, что носит это платье только потому, что ей так хочется, а не для него, хотя на самом деле оно действительно для него. Комода видит, как она шьет эту рубашку, и думает, что она была бы прекрасной невестой. Она краснеет и говорит, что еще не готова ко всему этому. Она поправляет рубашку и отдает ее ему обратно. Затем она говорит ему, чтобы он отдал ей свою нижнюю рубашку, так как ее тоже нужно зашить. Он отказывается это делать, так как в противном случае останется полуголым, но Карен берет ее силой, так как хочет увидеть его полуобнаженным. Она подходит к нему поближе и удивляется, как он достаточно силен, чтобы одолеть ее, несмотря на то, что она девочка. Все, что Карен держала в руках, это свой меч. Она находит это странным, но Кимито говорит ей, что это делает ее выдающейся, а не странной. Это доказательство того, как усердно она работала, и это прекрасное доказательство. Карен с трудом верится во все это. Когда они вели этот разговор, Аки, Рика и Хаку вошли в ее комнату после того, как несколько девочек сказали им, что видели, как Кимито входил в комнату Карен. Перед тем, как они вошли в комнату, Карен забрала Кимито с собой и спряталась в шкафу. Кимито считает, что нет никакой необходимости прятаться от них. Так как шкаф переполнен, Кимито падает лицом ей на грудь, в результате чего они оба падают со шкафа. Ака берет в руки свой телефон и видит видео, на котором мускулистые мужчины дерутся друг с другом. Когда она спрашивает об этом, Кимито говорит ей, что это новый способ предсказания судьбы. Затем Айка хватает его и ставит в боевую позицию, чтобы он мог предсказать ей судьбу. Хаку помнит то время, когда была выявлена ее совместимость с Кито. Ее служанка Сакамори видит, что она тоже скорчила гримасу Кито вместе со своей едой. Она говорит об этом с другими служанками, и они думают, что она влюблена в Кито. Спустя некоторое время, проведенное в его комнате, Айка спрашивает Кито, что такое кафе для прислуги. Это ресторан, где персонал переодевается горничными. Айка спорит с Кито по поводу того, что он ранее говорил им, что в мире простолюдинов нет горничных. Кито говорит им, что горничная из кафе «Горничная» совсем не похожи на горничных этой школы. Они похожи на идолов и являются особыми личностями, потому что простолюдины обычно не могут заполучить их. После поступления в школу Кимито был взволнован, увидев всех этих трудолюбивых служанок, и они ему вроде как понравились. Услышав это, девочки захотели научиться быть похожими на таких служанок. Рико идет в кафетерий и заказывает еду для них. Все они четверо горничных, которые
которые одевают девочек, в то время как Кито ведет себя как клиентка. Рико протягивает ему меню и полностью ведет себя как горничное кафе. Затем они требуют, чтобы Кито показал им, что будет дальше. Кито говорит им, что горничные подают еду с любовью, и показывает им это, когда Карен приставляет меч к его шее. Они видят, что он делает, и тут же уходят. Сакамори также слышит, что ей нравятся служанки, и у нее появляются кое-какие идеи, как сблизить Хакуа с Кито. Вернувшись в кафетерий, Айка пытается вести себя как горничное кафе, но у нее ничего не получается из-за того, насколько это неловко. После целого ряда мероприятий Риайка демонстрирует свое ужасное разрушительное пение. Звук настолько низкий, что все стекла вокруг кафетерия разлетелись вдребезги. Сакамори и другие горничные приходят и убирают в кафетерии вместе со своей едой. Пока он сидел на скамейке, подходит Сакамори и приглашает его пойти посмотреть, как они работают. Камита соглашается и идет с ней к Хаку домой. Она показывает ему лабораторию Хаку, в которой она работает. После того, как она закончит, горничная заходит внутрь, фотографирует все, что она сделала, и наводит порядок. Хакуа встречается с Кито и радуется, когда он хвалит ее работу. Они отправляются на песчаную площадку, где они с Кимито пытаются построить домик из песка, в то время как все служанки стоят сзади и наблюдают за ними. После этого они идут в кафетерий, чтобы что-нибудь съесть, но служанки тоже занимают их в кафетерии. Они преподносят еду ему и Хакуа на одной тарелке. Когда он просит принести еще одну тарелку и указывает на них, одна из служанок уничтожает все тарелки, чтобы они с Хакуа могли есть вместе на одной тарелке. Сакамори оправдывается за это и говорит, что служанки поступают так, когда испытывают стресс. Служанки делают то же самое, когда Камита просит ложку, чтобы он мог есть той же ложкой, которой пользуется Хакуа. После того, как они закончат есть, служанки преподносят им напиток, но в нем есть только одна двусторонняя соломинка. Когда он указывает на соломинки, служанки тоже бросают их все. Сакамори говорит, что все они были с дефектом, так как одна из их сторон была плотно прилегающей. Она также говорит, что они с Хакувой выглядят так, словно они парень и девушка. Камита смотрит на лицо Аквы и думает, что она действительно очень хорошенькая. Когда он пил с ней сок, заведующая Кюдзё пришла к Хакуве домой и сказала Сакамори, что ей был направлен срочный запрос на проверку, когда лаборатория не ответила. Кито откланивается и благодарит Сакамори за все, что она для него сделала. Кито приглашает Айку зайти к нему в комнату наедине, так как ему нужно обсудить кое-что важное, так что будет лучше, если они останутся вдвоем. Видя ее нервозность, Камита говорит Айке, что они уже хорошие друзья, так что ей больше не нужно нервничать. Он просит Айку посидеть с ней рядом и дарит ей подарок. Айка открывает коробку и видит внутри нее желтый мужской костюм. Кито говорит ей, что в этом костюме она станет популярной на глазах у всех. Когда она спрашивает об этом, он говорит ей, что это обычное приветствие между простолюдинами. Эко показывает ему фотографию Дэнди Саканы, человека, который изобрел Гэтсби, одетого в тот же самый костюм, который Кито подарил Айке. По словам Кито, его имя и Гэтсби популярны во всем мире. Кито говорит Айке, что Дэнди – это спортсмен, который заставляет всех смеяться. После того, как Айка наденет это платье, Кито заставляет ее практиковать позу «Встань» в ее продвинутой форме. После того, как все будет сделано, Кито думает, что все, что ему осталось, это сказать ей правду и получить удар в лицо. Но прежде чем он успел ей что-либо сказать, она резко уходит. Кито пытается догнать ее, но сталкивается с Кюдзё и каким-то образом оказывается у нее под юбкой. Рико видит, как мимо нее пробегает Ака в желтом костюме и спрашивает, что это за наряд. Айка говорит ей, что это не ее дело. Услышав это, Рико бежит за ней и заставляет ее раскрыть детали наряда. Ака говорит ей, что этот наряд был надет на знаменитом простолюдине и показывает ей позу. Далее она говорит ей, что Кито подал ей идею об этом вместе с костюмом. Рика начинает ревновать Айку к тому, что она получила костюм от Кито. Айка говорит ей, чтобы она просто пошла и попросила у Кито такой же костюм. А затем она отрабатывает эти позы вместе с Айкой. После того, как она выучит это, они решают показать это приветствие всем девочкам. Кито заходит в класс в поисках Айки и видит, что все девочки одеты в такие же костюмы, как у Айки. Все девочки окружают его и принимают одинаковые позы. Через некоторое время после этого Рика подслушивает, как Кито разговаривает с одним из своих друзей. Кито рассказывает своему другу Хатари, что в первом классе школа была для него воплощением мечты, но через некоторое время он понял, что компания парней просто лучше. Потому что он должен быть внимательным, когда имеет дело с девочки. Он скучает по тому, как пахнут парни, и испытывает тоску по дому. Рика бросается навстречу Айке и остальным и говорит им, что Камита уезжает, потому что он скучает по парням. Они придумывают, как бы ему что-нибудь сделать, чтобы он остался здесь. Айка считает, что если они проявят немного больше мужественности и будут вести себя больше как парни, то смогут заставить Камита остаться в этой школе. Они практикуют кучу мужских приемов и пробуют по-разному выглядеть, чтобы пахнуть как парни. Хакуа предполагает, что все они наносят на свое тело приправу якинику. После того, как все приготовления закончены, они одеваются и ведут себя как парни перед Камита, который говорит им, что все они странно выглядят и пахнут приправой якинику. Они сделали все это, потому что он собирался уйти из школы, поэтому они думали, что они займут место парней. Кито называет их глупыми, но благодарит их за то, что они сделали это для него. Кито пришел сюда потому, что забыл свой пенал. Они оба смотрят на небо и восхищаются тем, как оно прекрасно. Кито упоминает, что воздух и небо здесь намного лучше, чем в городе. Даже несмотря на то, что небо в городе не такое ясное, как сейчас, Река все равно хочет съездить и посмотреть на них. Кито говорит
говорит ей, чтобы она просила обо всем, чего бы она ни пожелала. Если у него будет такая возможность, он обязательно это сделает. Услышав это, Река спрашивает Кито, не хочет ли он, чтобы она преподала ему урок по составлению цветочных композиций, так как он слаб в этом деле. Река хочет, чтобы они были только вдвоем, когда она будет учить его. Когда он соглашается на это, она также просит его называть ее по первому имени. Камита говорит ей, что он подумает об этом. Затем сцена переносится в комнату Камита, где все решают, что им делать сегодня. Камита спрашивает Риика, не хочет ли она что-нибудь сделать, но она говорит ему, чтобы он просто сдержал свое обещание. Когда остальные спрашивают об этом обещании, Река отвечает им, что это секрет. Пока они спорили по этому поводу, приходит Кирю и говорит Река, чтобы она пришла в офис президента, так как там ее ждут ее мать Хока и брат Масаями. Они также пригласили Кито прийти вместе с Река. Хока немного общается с Кито, чтобы узнать о нем побольше. Масаями не хочет, чтобы мальчик оставался с ее сестрой, так как у нее сестринский комплекс. Он говорит Кито, чтобы тот держался от нее подальше. Услышав это, Река просит своего брата извиниться перед Кито. Худжо говорит Масаями, чтобы он не беспокоился о нем, так как он испытывает сексуальное возбуждение только по отношению к хорошо развитым мужским мышцам. Чтобы плыть по течению, Кито хватает Масаями за плечо и говорит, что у него красивое тело. Это заставляет Масаями чувствовать себя странно, а затем он говорит, что такой извращенец, как он, не должен находиться в непосредственной близости от Река. Хока подскакивает к нему и велит Масаями спокойно сесть. Затем она сообщает Река, что ее брак с Сатоши из семьи Кано уже заключен и хочет, чтобы она прямо сейчас вернулась домой. Кито и Река ошеломлены этой новостью, но ничего не могут поделать. Затем Хока вежливо велит Кито покинуть офис. Эйка говорит Кито, что родители, у которых есть мальчики, будут посещать школу в качестве зрителей. Когда они найдут девушку, которая им понравится, они обратятся к ее семье для переговоров о браке. Несмотря на то, что эта тенденция почти исчезла по сравнению с прошлым, она все еще сохраняется. Камита считает, что просто подойти к ней и сказать, что она собирается выйти замуж, это слишком грубо, так как ее выбор тоже должен быть обдуман. Потому как она посмотрела на него, он сказал остальным, что она тоже не хочет этого брака. Масаями подходит к группе и пытается передать ему свой электронный адрес, но терпит неудачу, когда приходит его мать. Кито сбит с толку тем, что только что произошло. Находясь в комнате Кито, все изо всех сил пытаются найти себе занятия, так как именно Риика ежедневно принимала эти решения. Ночью Ака говорит Карен и Хакуа, что сегодня она собирается позвонить Рейка. Хакуа чинит свой телефон так, чтобы она могла позвонить ей без каких-либо хлопот. Во время разговора Риика говорит Айке, что ей нужно быть похожей на свою мать и своих предков и выйти замуж за уважаемую семью. Школа была создана только для того, чтобы ухаживать за ней и воспитывать ее на этом этапе. Риика говорит ей, что несмотря на то, что они часто ссорились, ей это очень нравилось, и она обязательно зайдет в школу, когда у нее появится такая возможность. Эйка говорит ей, что без нее в школе ничего не будет хорошо, и она против этого брака. Риика начинает плакать, услышав это, и говорит ей, что она не хочет уходить из школы, да и ее друзья тоже, но она не знает, что делать. Айка убеждает ее, что у них что-нибудь получится. Утром она рассказывает об этом Камита. Они подумывают о том, чтобы прямо заявить о своем несогласии с этим браком. Он считает, что Масаями тоже против этого брака из-за комплекса своей сестры, но ему не удалось получить его адрес электронной почты. Затем Хакуа сообщает свой адрес электронной почты Камита, и они узнают, что он тоже хочет расторгнуть эту помолвку. Ночью они пытаются выскользнуть из школы и отправиться на стоянку, где Масаями ждет в машине. Худжо ловит их, но говорит, что у нее нет никаких проблем, если они занимаются в клубе. Они подходят к машине и направляются к жителю Ирасугавы. Карен говорит им, чтобы они ехали дальше и оставили охрану на ее усмотрение. Она использует свой особый прием и срывает с них всю одежду. Остальные встречные забирают Мию с собой по дороге. Масаями сражается с ним и говорит остальным продолжать идти вперед. Как только они оказываются внутри, они видят кучу беспилотных летательных аппаратов, стоящих на пути, но Ака заботится о них, заставляя их врезаться друг в друга. По мере того, как они продвигались внутрь заведения, ворота начали опускаться со всех сторон, чтобы отгородить определенные зоны. Как раз в тот момент, когда их собирались запереть в каком-то месте, какой-то мускулистый мужчина придержал дверь открытой для Хакуа, который вошел в диспетчерскую, чтобы снова открыть все помещение. Они продвигаются еще дальше и находят действительно большого робота. Робот уже собирался растоптать их ногой, но в последний момент появляется Карен и спасает их, переодевшись в другое снаряжение. Она рассказывает всем, что внутри этого замка есть комната, где время течет медленнее, чем во внешнем мире, что позволяет ей стать сильнее за короткий промежуток времени. Она использует финальную технику в стиле Карен, чтобы позаботиться о большом роботе, но при этом рвет на себе одежду. Кито отдает ей свое пальто и продвигается дальше вглубь замка. Хакуа взламывает несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы быстро отправить Кито в комнату, где ведутся переговоры о заключении брака. Хока благодарит его за то, что он проделал весь этот путь ради ее подруги, но просит его уйти, так как они заняты. Кито говорит Хока, что он против этого брака, потому что Река этого не хочет. Хо отвечает, что Река понимает, насколько важна эта помолвка. Ее просто заставляют следовать семейным правилам, и она обручается на благо семьи. Хока говорит, что Река знает обо всем этом, но она хочет поставить свой долг на первое место в семье, а не по своему выбору. Все пытаются рассказать Хока о своем опыте общения с Рекой и школой, чтобы убедить ее, но она просто велит охранникам увести гостей. Услышав это, Риика говорит Хока, что собирается уйти из дома. Хока говорит ей, что в тот момент, когда она уйдет из семьи,
она не сможет вернуться обратно в школу, так как туда допускаются только девочки из престижных семей. Камита приглашает Рика к себе домой, подальше от всех этих правил и ограничений. Он не может дать ей ту жизнь, которая у нее здесь есть, но обещает убедить своих родителей и сделать все возможное, чтобы она была счастлива. Река принимает это и прощается со своей матерью. Семья Кано уважает решение Река и покидает это место. Хока говорит Кито, чтобы он всегда заботился о ней, думая, что он только что сделал ей предложение и планирует жениться на ней. Кито размышляет над тем, что он сказал, и понимает, что его слова прозвучали так, будто он хотел жениться на ней, хотя у него и не было никакого намерения этого делать. Хока предлагает им обручиться только сейчас, так как они еще молоды. Он говорит Хока, уверена ли она в этом, так как он простолюдин. Она презирает Камита, но думает, что ей бы очень хотелось, чтобы он стал ее зятем. Она возьмет его в семью только для того, чтобы мучить его всем, на что только способна. Другая женщина пыталась возражать против этого брака, но Хока говорит, что все уже решено. Масаями начинает преследовать его, так как он тоже не хочет, чтобы этот брак состоялся. Кито боится за свою жизнь и думает, что его убьют из-за комплекса сестры. Затем сцена переносится в школу, где Кито извиняется перед Рико за то, что его слова ввели в заблуждение. Рико также извиняется перед ним за то, что он так быстро сделал поспешные выводы, и говорит, что и ей, и ее матери неловко.